Thank you very much, Dick. Once again, I'm Howard Cosell, and with me here in ABC's New York studios is, of course, the heavyweight champion of the world, Mохаммед Али. Now we're about ready to show you selected rounds of last Monday's heavyweight championship fight in the Astrodome in Houston. We shall begin with round one, and Ali, if you will, I'd like you to do the voiceover as we view the initial round of the contest. Ну и в нью-йоркской студии канала ABC находится чемпион мира в тяжелом весе Мохаммед Али, уже окончательно утвердившийся в роли короля этого дивизиона. И очередной свой бой, очередную свою защиту Мохаммед Али проводит против Эрни Террелла. Like to start off fast sometimes, especially in this case. Now I'm concentrating on just moving, feeling them out, dancing from side to side, staying on my toes. And Terrell is stalking me. I understand that his intentions were to corner me. Достаточно долгий путь был у Эрни Террелла к чемпионскому титулу, но вот в 1965 году, после того, как образовались несколько новых организаций и стали присваивать, собственно говоря, свои личные титулы, Эрни Террелл выиграл у Эдди Мэккена, стал чемпионом по версии WBA, затем защитил свой титул против Джорджа Чувалла и Дага Джонса. Все эти бои прошли полную дистанцию, нокаутировать никого из соперников Эрни Террелл не сумел. Ну и вот выход на Мохаммеда Али, который с большим трудом к тому времени подыскивал себе настоящих и серьезных соперников. Али, я напомню, выиграл титул у Сонни Листона. Это случилось еще в 1964 году, ну и с тех пор особых проблем с защитой этого своего титула не испытывал. Был сомнительный бой с Джорджем Чувалло, но тогда показалось, что Али просто не очень хотел бить канадца на его территории. Это был период, когда 4 боя подряд Мохаммеду Али довелось провести за пределами Соединенных Штатов Америки. Один в Канаде, 2 в Великобритании и 1 в Германии. Обычная манера Мохаммеда пританцовывать против своего соперника и работать в основном на уклонах, но вот здесь есть одно обстоятельство, которое может вмешаться. Али достаточно крупный боец для своего времени, точнее очень крупный, 1,91 сантиметр его роста, а Эрни Террелл еще выше. Ну и вот сам Мохаммед смотрит фрагменты этого боя и о нем нам, собственно говоря, рассказывает. We don't want this to be a forum for you. Let's be clear about that. Tell us about the fight. Yes, Howard, that's now you see me putting my guard out and blocking his punches before he threw them. This is a style that Jack Johnson used. I'm feeling them out mostly, staying on my toes. They told me he had a hard, fast left, and I'm watching that also. Ну и говорит Али о том, что некоторые коррективы все-таки пришлось внести в свою обычную манеру ведения боя, потому что очень большой парень и
Главный вопрос для начала боя это был подобрать дистанцию необходимую. Эрни Террелл не смущается, бьет Али по затылку. Потом Эрни Террелл станет певцом, потом музыкальным продюсером. Такая вот любопытная биография. Обрабатывает сейчас Али его с дистанции. Немного Эрни Терреллу не хватает инициативности. Он все время ждет, что будет делать его соперник. And this is before the time that he was supposed to have been blind, and they say he saw 2 or 3 figures. Well, the way he's punching now, he still sees 2 or 3 figures. Films don't lie. That's why I'm glad that people here in the American public can watch and see the film at the same time. Да, занял место в центре ринга Эрни Террелл, но практически ничего не делает. Возможно, что и побаивается своего соперника. I have to defend myself, Howie. All of the press and the people were against me for just doing my job and beating Ernie Terrell. He was out to beat me, and I was out to beat him. And as far as the fight being a brutal 15 rounds is concerned, that's up to the referee. It's his job to stop it if he think it deserves stopping. It's up to the doctor to stop the fight and the judges. So don't criticize and condemn me for whooping Ernie Terrell, because either he was going to beat me or I was going to beat him. I just did my job. That's the end of round 2. We'll be back with round 3 in a moment. First, this message. Rounds 5 and 6. No question really of fouling. Перемещаемся мы немножечко вперед по этому бою, но до 7-го раунда сейчас дойдем. Ну, первые 2 довольно спокойно прошли. В принципе, в общем-то, можно сказать, что и последующие по тому же сценарию проходили. Эрни Террелл никак не мог найти в себе силы для того, чтобы что-то серьезное предпринять. Those two missed. And I like to say how it's really discouraging to see a man such as me with his guard down, no defense, and can't hit him, and all the time he's hitting you. This is really discouraging. Weren't you surprised by his adoption of the peekaboo style? Well, yes. He realized that his speed didn't match mine, nor did his hitting power, so he seemed to be fighting just to stay. There I just tagged him. I just hit him with a hook, a right hand. Ну и вот здесь Али сам рассказывает о том, как хорошо прошел у него левый хук, и добавляет он удары справа, и еще одна отличная комбинация. Но все-таки в чемпионском бою, наверное, нельзя быть настолько пассивным, как Эрни Террелл. Понятно, что это чуть ли не самый опасный соперник в его карьере. Кстати, поражений-то у Эрни Террелла хватает к этому моменту. Кливленду Уильямсу он проигрывал, Уэйну Бетте, Джонни Грею, дважды причем. Но назвать его суперзвездой тяжелого веса при всем желании. Не получится, скорее вот тот соперник, который действительно нашелся. Уже не знали, кого против Мохаммеда выставлять, потому что не до конца понятно было, у кого и какие шансы вообще есть.
Но через некоторое время эта проблема уйдет с повестки дня. После боя с Зорой Фолли Али покинет ринг на 3,5 года. Ну, не скажешь, что по независящим от него причинам. So the end of round 7. Round 8 will be coming up in a moment right after this message. It is extremely important to show you viewers round 8, because this is where I believe the real controversy about Ali began. You will see him flagrantly taunt his opponent, vocally. У этого боя была еще и предыстория, такая достаточно типичная для Мохаммеда Али. Эрни Террелл упорно продолжал называть его только Кассиусом Клеем и еще отпускать по этому поводу свои комментарии. I faced Ernie Terrell as a man to man, and I told him that my name is. Ну вот как раз сейчас это и обсуждается, и Али, нанося очередной удар в этом бою, постоянно спрашивал Эрни Террелла, как меня зовут. WBA по каким-то только им известным причинам лишила Али титула и отдала его Эрни Терреллу. Ну, с другой стороны, это сделало как бы более близкой реальностью этот бой. It takes a man to apologize when he's wrong, especially when he don't have to apologize, which I don't. But I will say that the ring was no place for me to just stop fighting and start talking, as you will see earlier. And it was my manager. Ну, наверное, нет смысла всерьез обсуждать отношение Мохаммеда Али к тому, что его соперники не хотели называть его новым именем. Это уже тема такая достаточно избитая, и на этом погорели сразу несколько человек. И Али, конечно, таких вещей не пропускал. Да, никак не может Эрни Террелл найти путь необходимый. В атаку и очень спокойно Мохаммед контролирует ход этого боя. Вообще, вот это искусство контролировать бой у него было, конечно, на самом высоком уровне. And it's kind of hard to hold me down when I get hot. But right now, I'm asking him, what's my name? And I think at one time he did say Muhammad Ali. It was in a clinch. He said Muhammad Ali. I do remember hearing him saying Muhammad Ali. There I'm saying, what's my name? Which my manager, Herbert Muhammad, criticized me and verbally gave me a good lashing. So I have to apologize here on the show because I was wrong for talking. But I'm sure that he would have. Ну, обратите внимание, что середина боя абсолютно выглядит свежим на Мохаммед Али, как будто и нет позади. I don't think I could take that much punishment. I've never really been hit too hard. A man being hit that much, and as you see, he didn't quit. Вот этих достаточно тяжелых раундов. As they did Sonny Listonom and many more fighters. There you see me asking him what's my name, which is wrong again. That's the end of round 8. We'll be back in a moment. We are going to skip rounds 9 through 13. These rounds were redundant in their pattern. The champion
pummeling Terrell almost at will, yet not able to put him away. Joe Louis at ringside, for instance, had said to this reporter that the 9th round would be the last. We're going to pick up with the 14th and the 15th. But before we do that, I want to ask you this. You have now apologized on this show to the people, to the writers, for taunting Terrell. Do you think words... For talking to him, not for whipping him. No, but for taunting him vocally. Yeah. Do you think words of apology now can get back what you've lost in terms of image? Do you think it really makes up for anything? Well, Howard, I'd say one thing. This is an awful weak excuse. And I think the American public out there who witnessed this fight, who's watching this show, knows that this is an awful weak excuse for the press to use and not... Ну что, достаточно складно. Олимпийский чемпион рассказывает, прекрасно понимает Али, что является звездой, прекрасно понимает, что очень многих в Америке он раздражает своим и поведением, да и вообще самим фактом присутствия. No, they can't see that. They can see the fight. Mainly. What they couldn't see was your behavior pattern. The fact is, reporters, many of them printed it, the cruelty in your eyes, the malice in your voice. I'm out to be cruel. That's what the boxing game is about. He's out to beat me, or I'm out to beat him. And as far as the fight being cruel, as far as the fight being a cruel, brutal 15 rounds as they print it, I think it's the referee has the authority to stop it if it's so cruel. The judges have authority to stop it if it's so cruel. And the doctor who was in his corner at each round had the authority to stop it if it was so cruel. Вспоминает Али, что практически после каждого раунда в угол к Терреллу подходил доктор. Thank you, Howard. You're not as dumb as you look. Let's look at rounds 14 and 15. They should be coming up in just a second. Stop smiling. You're not so funny. And if you watch him, Howard, he sees all of my punches coming, and he's also punching back at me. He's following me. And I think if a man is blind, he couldn't do this. So I think blindness is another excuse Terrell used for losing this fight. I just hit him with a hook there. That was two body punches and a hook. He just missed a fast left jab. I wish you had told our viewers, Mohammed, that we had picked up the 14th round in progress and will go directly to the 15th without a break. Right. Ну, вот смотрите, какая странная атака у Эрни Террелла. Зачем-то опускает он голову вниз и из такого положения бросается вперед на Мохаммеда Али. Таким образом, конечно, Али в тупик не поставишь. Just explaining the so-called foul. Well, the cut over his eye and his bruised face, I'm sure, didn't come from a half a second on the ropes. There he just put his palm of his left hand in my face again, which could blind me if I'm not careful. Да, из того, что мы видим, навряд ли Эрни Террелл сумел выиграть хотя бы один раунд. If I put him away in one round, it's bad. If I put him away in 3 rounds, it's bad. If I talk to him, it's bad. If I whip him clean, it's bad. And I'm just wrong if I do it and wrong if I don't. You're really persecuted. Ну и уже просто не очень хорошо даже чувствует себя. Эрни Террелл, этот бой откроет для него серию из 3 поражений. Здесь же в Астродоме он проиграет Таду Спенсеру, Мануэлю Рамосу затем. Ну и собственно, с больших радаров
уйдет, на который он, в общем-то, и попал до некоторой степени случайно. Маленькое количество нокаутов, 39 побед к этому моменту у Эрни Террелла. И из них 18 нокаутов. Мохаммед Али по-прежнему не побежденный. 27 побед, 22 из них нокаутом. Причем большинство тех, которые не нокаутом, это, в общем, добрая воля Али с одной стороны, а с другой, может быть, и отсутствие опыта определенное. Потому что это было все-таки в начале карьеры. Самый первый свой бой он закончил по очкам с Тани Хансакером. И затем в 7-м и 8-м боях с Дюком Сабидонгом и Алонсо Джонсоном тоже побеждал по очкам. Но помимо этого Даг Джонсон стоял против Али все положенные раунды, и Джордж Шувала, но вот это как раз уже история о том, что Али просто не слишком хотел досрочного завершения боя в Торонто. Рефери этого боя Харри Кеслер, уже такой достаточно глубокий старичок. Джимми Уэбб и Эрни Тейлор отвечают за подсчет очков рядом с рингом. Да, ну вот, пожалуй, Эрни Террелл такой действительно первый супер большой боксер в этой весовой категории, но, как мы видим, что рост ему вообще ничего не дает. Весь бой он совершенно не может этим преимуществом как-то воспользоваться. Ну и, в общем, сейчас уже ситуация такая, что Али практически избивает его. При этом Али особенно не боялись прям вот так вот убивать своего соперника. Али никогда не стремился. Ну, может быть, с Листоном это злость его заводила сверх меры, да и то стопроцентной уверенности в этом нет. Ну, полностью раунд за Мохаммедом, конечно же. Да, Эрни Террелл, по-моему, благодарен судьбе, что остался на ногах.